Наши домашние питомцы иногда могут по-настоящему удивить нас. Эта мама забеспокоилась, когда кошка поцарапала ее маленького мальчика. Она установила камеру и в итоге увидела то, чего никак не ожидала. Присоединяйтесь к нам, чтобы услышать эту невероятную историю. Ким была потрясена, когда брала своего малыша на руки тем утром. Его крошечная грудь была покрыта царапинами. Белль, их кошка, мирно свернулась калачиком на подоконнике. Ким не могла поверить, что Белль могла сотворить что-то подобное. Белль всегда была для нее как первый ребенок, и Ким всегда говорила, что именно она сблизила их семью. Но теперь что-то казалось ужасно неправильным. Они должны были выяснить, что происходит. Белль спрыгнула на пол и потиралась о ноги Ким, как будто ничего не случилось. От этого у Ким защемило сердце. Она даже представить себе не могла, что бы она сделала, если бы Белль каким-то образом стал представлять опасность для ее ребенка. Но и просто притворяться, что ничего не происходит, они тоже не могли. Здесь Майк, муж Ким, попытался успокоить ее. Они решили установить камеры в детской и посмотреть, что происходит, пока они не видят. Они внимательно следили за происходящим весь остаток дня. Как ни странно, все казалось совершенно нормальным. Во время перекуса малыш поделился с Белль кусочком своей еды, и она нежно облизала его пальчики, заставив его рассмеяться. Перед сном Белль свернулась калачиком рядом с ним. Если она и была сердита или агрессивна, то, конечно, хорошо это скрывала. Но на следующее утро на теле малыша было еще больше царапин. Ким и Майк бросились проверять видеозапись, и то, что они увидели, было ужасающим. Они с трудом поверили своим глазам. Ким впервые познакомилась с Белль, когда та была еще совсем крошечным котенком. В то время Ким часто посещала приют для животных, помогая им, играла с собаками и кошками, кормила их и выгуливала собак. Она подумывала о том, чтобы взять кошку на воспитание, но пока не приняла решения. Однажды днем, когда Ким работала с одной из собак, сотрудник позвал ее посмотреть на что-то. Это был самый крошечный котенок, которого Ким когда-либо видела. Кто-то нашел ее брошенной на обочине дороги. Они прождали несколько часов, ожидая, что ее мама вернется, но она так и не вернулась. Когда стало ясно, что она совсем одна, ее отвезли в приют. Маленькому котенку было всего несколько часов от роду, и он был просто бесценен. Приют был переполнен, и они не могли держать там такого маленького котенка. Обычно Ким очень тщательно обдумывала свои решения, но на этот раз ее сердце взяло верх. Она уже полюбила малышку и не хотела с ней расставаться. Ким сразу же предложила взять ее на воспитание и забрать домой. Котенок будет нуждаться в постоянном уходе, включая пробуждение каждые несколько часов. Но поскольку Ким работала на дому, она была готова к этому испытанию. В приюте ее хорошо знали, и поскольку она уже прошла все проверки, они разрешили ей сразу же забрать котенка домой. Они были так благодарны, что кто-то смог позаботиться о крошечной любимице. Прежде чем привезти котенка домой, Ким отвела его к ветеринару, чтобы убедиться, что он здоров. Кроме того, ей нужно было собрать все необходимое и узнать, как именно ухаживать за ее новорожденной малышкой. Жизнь Ким уже изменилась в тот день, когда она встретила Белл, но грядут еще большие перемены. Когда она привела Белл к ветеринару, она встретила человека, который показался ей почти таким же очаровательным, как котенок, которого она баюкала. Майк был молодым ветеринаром, который работал волонтером в приюте, всегда готовый прийти на помощь животным и людям, которые их любят. Он был рад помочь Ким и ее крошечному спасателю. Однако в глубине души Майк беспокоился, что однажды этот маленький котенок может разбить сердце Ким.
У брошенных котят иногда были скрытые проблемы со здоровьем, и он осторожно пытался предупредить Ким об этом. Но Ким и слышать об этом не хотела. Она была полна решимости дать Белль все, что в ее силах, и дать ей шанс на лучшее в жизни. Следующие несколько недель были тяжелыми. Ким брала Белль с собой, куда бы она ни пошла, и надежно укрывала ее своей курткой, чтобы она не замерзла. Дома Белль обычно спала, прижавшись к ее сердцу. Ким кормила ее каждые несколько часов, и между ними быстро установилась тесная связь. Но на самом деле это было похоже на то, как будто мы заново родились. Вскоре Ким сообщила в приют, что Белль больше не приемная семья. Она осталась навсегда, или, по крайней мере, Ким на это надеялась. Жизнь имеет свойство менять планы в одно мгновение. Майк взял за правило почаще заглядывать к Белль и Ким, чтобы узнать, как у них дела. Иногда их разговоры переходили на другие темы, и они всегда заканчивали смехом. Но их следующая встреча не была такой радостной. Белль уже некоторое время ела твердую пищу и носилась по дому, как сгусток энергии. Казалось, что самое трудное наконец позади. Но однажды ночью все внезапно изменилось. Пока Ким и Майк смотрели телевизор, Ким заметила, что Белль ведет себя как-то странно. Она не гонялась за своими игрушками, как обычно, и к ужину тоже не притронулась. Это беспокоило Ким, но она сказала себе, что, возможно, Белль просто устала после напряженного дня. Прочь! А потом, посреди ночи, все стало намного хуже. Белль проснулась с необычным дыханием, а когда попыталась идти, ее шатало, и она не могла твердо стоять на лапах. Вот тогда Ким поняла, что все серьезно. Она чуть было не позвонила Майку домой, но решила подождать еще несколько часов, так как ветеринарный кабинет все равно скоро откроется. К тому времени, когда Майк и его команда прибыли в клинику тем утром, Ким уже была там, прижимая Белль к груди. Быстро Майк вошел, улыбаясь, но как только он увидел обмякшего котенка на руках у Ким, он бросил все и бросился к ней. Белль не получала достаточного количества кислорода. Они быстро подключили ее к аппарату и начали выяснять, что пошло не так. Потребовалось несколько тестов, прежде чем Майк сообщил Ким новость, которой она так боялась. У Белль был серьезный порок сердца. Она была очень больным котенком, но это не означало, что они сдались, даже близко не означало. Ким знала, что не может подвести своего маленького бойца. Они должны были придумать план. Порок сердца Белль был не самым худшим, что могло быть, но, вероятно, именно из-за него мать бросила ее. Им нужно было быстро все исправить. Первым шагом была операция, и это было страшно. Белль была еще такой крошечной, но без операции у нее не было бы реального шанса вырасти сильной. Ким разрешили навестить ее и подержать на руках перед операцией на следующий день. После этого ей оставалось только ждать и надеяться на лучшее. Когда Майк наконец вышел из операционной, его лицо было серьезным, и сердце Ким упало. Она не могла понять, хорошие у него новости или плохие, но когда он заговорил, Ким расплакалась, на этот раз слезами счастья. Белль отлично перенесла операцию. С ней все будет в порядке. Они продержат ее в клинике еще некоторое время, и, возможно, потребуется назначить ей какие-то лекарства. Но вместе они сделают все, чтобы Белль прожила долгую и счастливую жизнь. Во время пребывания Белль в клинике Ким навещала ее при каждом удобном случае. Но когда настал день, когда Ким должна была привезти Белль домой, Майк не упустил своего шанса. Он пригласил ее на свидание. Поскольку Ким не хотела оставлять Белль одну, они решили обойтись простым ужином, пиццей и просмотром фильмов дома. Та ночь ознаменовала начало чего-то особенного. Примерно год спустя Ким и Майк поженились, и, конечно же, Белль присутствовала на свадьбе, неся кольца. Она даже отправилась с ними в свадебное путешествие. Белль помогла сплотить их маленькую семью, что еще больше усложняло понимание того, почему она, казалось, настроена против их ребенка. С самого начала Белль прекрасно обращалась с малышом, еще до того, как он родился. Ким и Майк всегда верили, что связь между ними возникнет естественным образом, точно так же, как и у них троих. На самом деле, еще до того, как Ким узнала, что беременна, Белль начала вести себя по-другому.
Она забиралась к Ким на колени и терлась головой о ее живот. Она даже спала, положив туда голову, чего раньше никогда не делала. В то время все это не имело особого смысла. Только после того, как они узнали, что ждут ребенка, они поняли, что происходит. Белл почувствовала, как в Ким зарождается новая жизнь намного раньше, чем они, и ее нежное, заботливое поведение только усиливалось по мере продвижения беременности. Ким и Майк были в восторге от любви и преданности Белл, особенно потому, что многие люди вокруг них спрашивали, планируют ли они избавиться от Белл, как только родится ребенок. Ответом всегда было твердое «нет». Некоторые предупреждали их, что Белл может стать ревнивой или даже агрессивной, но они ни на секунду в это не поверили. К тому же Майк занимался уборкой туалета, так что ни Ким, ни малышу не было никакого риска. Готов. Люди вели себя так, словно сошли с ума, или они были правы? У Ким начались роды на несколько недель раньше, чем ожидалось, и они еще не были полностью готовы. Но все закончилось просто замечательно. И Ким, и их новорожденный сын Райан были здоровы и чувствовали себя хорошо. В итоге их пребывание в больнице продлилось на несколько дней дольше, чем планировалось, и это была самая долгая разлука Белл с Ким за всю ее жизнь. Они ожидали, что Белл прильнет к Ким, как только та переступит порог, но произошло нечто совершенно иное. Когда они вернулись домой, Белл направилась прямо к ним, но вместо того, чтобы сосредоточиться на Ким, она направилась прямо к автокреслу, где сидел малыш. Райан был подоткнут одеялом, она потерлась о сиденье и нежно прижалась головой к колбу малыша. Это было самое милое зрелище, которое они и Майк были потрясены. Казалось, что все идеально встало на свои места, но жизнь, как всегда, преподнесла несколько сюрпризов. Итог. В их семье уже происходили большие перемены, и еще большие были на подходе. Они переезжали в новый дом, и бедняжке Белл пришлось справляться со многими проблемами одновременно. Она больше не была единственным ребенком, и теперь она оказалась в незнакомом новом месте. Вдобавок ко всему, ее мир стал намного шумнее. До того, как появился Райан, они обычно были вдвоем с Белл. Ким весь день была дома, Ким работала, а Белл дремала неподалеку. Майк был в клинике, и у Белл был свой распорядок дня. Но теперь в доме появился плачущий ребенок, появились посетители, и началась бесконечная суматоха. Белл, которая всегда была такой общительной и спокойной, стала выглядеть немного напряженной из-за всех этих изменений. Честно говоря, Ким и Майк не могли ее ренить. Они и сами были на пределе, и в довершении всего их милому маленькому мальчику пришлось столкнуться с одним очень трудным испытанием – колик. Райан не спал неделями, он плакал почти всю ночь, и его уставшие родители по очереди пытались его успокоить. Это было тяжело. Иногда, когда кто-то из них чувствовал, что просто больше не может этого делать, Белл запрыгивала к ним на колени и сворачивалась клубочком, безмолвно утешая. Это всегда помогало, пусть и совсем немного. Но потом стало происходить нечто еще более удивительное. Когда Райан был на грани того, чтобы проснуться и заплакать, Белл иногда забиралась прямо в его кроватку и клала голову на его крошечный животик. Удивительно, но это часто успокаивало его, и он сразу же засыпал. Кошка помогала ему чувствовать себя в безопасности и спокойствии, как будто она понимала, что ему нужно, лучше, чем кто-либо другой. Тем не менее, это был первый раз, когда Белл проявила хоть какой-то намек на агрессию. Если кто-то слишком быстро тянулся к Райану или слишком резко наклонялся над его кроваткой, Белл иногда шипела на них.
Она никогда никого не обижала, но ясно давала понять, что ей не нравится, когда кто-то слишком близко подходит к ее ребенку, не проявляя нежности. Ким и Майк никогда не беспокоились, что Белл может причинить Райану боль. Они искренне верили, что она любит его всем своим маленьким сердцем. Но после нескольких месяцев бессонницы, большого переезда и такого сильного стресса Ким и Майк начали чувствовать, что едва держатся на ногах. Райан наконец-то начал лучше спать, но Ким и Майк были так измучены, что казалось, им никогда не наверстать упущенное. Затем их семья преподнесла им невероятный подарок. Они наняли ночную няню на целую неделю. Это означало, что они действительно могли немного поспать, зная, что есть кто-то, кому они доверяют, кто присмотрит за Райаном ночью. Им не нужно было вскакивать каждый раз, когда он издавал малейший звук. До этого момента Райан спал в их комнате, но в этот момент они были готовы попробовать все, что угодно. Няня также была квалифицированной медсестрой, и ее очень рекомендовали. Они встречались с ней несколько раз в течение дня, и она показалась им замечательной в общении с Райаном. Но что действительно помогло им почувствовать себя лучше, так это реакция Белл. Белл совсем не возражала, когда няня забрала Райана. Она оставалась совершенно спокойной рядом с ней, что очень много значило для Кима и Майка. В ту первую ночь они все немного нервничали. Но, пожелав Райану и няне спокойной ночи, Ким и Майк наконец-то заснули. По-настоящему выспались. Впервые за несколько месяцев. Ощущения были потрясающие. Даже Белл, в конце концов, свернулась калачиком в ногах их кровати, очевидно, такая же уставшая, как и они. Когда к ним, наконец, вернулось немного энергии, Ким на следующий день вывела Белл и малыша на прогулку. Белл выходила на улицу только на поводке, и теперь Ким нашла в себе силы вывести всех на свежий воздух. В их новом районе, рядом с прекрасным лесом, было все, что им было нужно. Это прогулки. Почувствовав себя храбрыми, Ким и Майк решили сделать еще один шаг вперед. На следующий вечер они с помощью няни отправились на свое первое свидание с тех пор, как родился Райан. Они провели простой и романтический вечер, чувствовали себя счастливыми и, наконец, немного пришли в себя. Но они и представить себе не могли, насколько по-другому все будет выглядеть на следующее утро. Когда они вернулись домой тем вечером, Райан крепко спал в своей кроватке, а Белл уютно свернулась калачиком рядом с ним. Сначала няня не была уверена насчет кота, но Ким и Майк заверили ей, что все в порядке. Райан, Белл всегда была нежной. Все казалось идеальным, когда они отправились спать на своем маленьком пузыре счастья. Но на следующее утро этот пузырь лопнул. Когда Ким подошла, чтобы забрать Райана, ее сердце упало. Его крошечное тело было покрыто царапинами, даже несколько на ее милом личике. Она застыла в ужасе. Это сделал Белл? Она ревновала. Неужели все эти перемены довели ее до крайности? Их вечерняя прогулка как-то расстроила ее? Ким не знала, и ее пугали возможные ответы. Весь день Ким не могла перестать плакать. Мысль о том, что Белл причинила Райану боль, сокрушила ее. Если бы Белл действительно представляла опасность, это было бы все равно, что выбирать между двумя своими детьми, чего она даже представить себе не могла. Майк поспешил установить камеру в комнате Райана. Им нужно было точно знать, что происходит. Все. Весь день они наблюдали за каждым взаимодействием Белл с ребенком, но то, что они увидели, было странным. Они продолжали просматривать видеозапись, но ничего не изменилось.
Белл лизнула маленькие пальчики Райана, заставив его хихикнуть. Райан только начал есть твердую пищу, и ему нравилось делиться своими закусками с Белл. Они даже вздремнули вместе, как всегда. Все казалось нормальным, но они заметили, что Белл стала вести себя немного нервознее. Каждый малейший звук заставлял ее подпрыгивать. Это было странно, но до следующего утра они не знали, что и делать. Райан проснулся с еще большим количеством царапин. Бедная Ким была вне себя от беспокойства, ее сердце было разбито при мысли о том, что Белл может причинить вред их ребенку. Но когда они снова посмотрели в камеру, то увидели нечто такое, от чего у них кровь застыла в жилах. После того, как Ким и Майк отправились спать, ночная медсестра зашла проведать их. Райан. Белл свернулась калачиком на краю кроватки и сонно подняла голову, когда вошла медсестра. Слышал. Сначала все казалось нормальным. Затем медсестра, вероятно, почувствовав, насколько тепло в палате, приоткрыла верхнее окно. Вот тогда все изменилось. В ту секунду, когда окно открылось, весь язык тела Белл изменился. Она была в полной боевой готовности и пристально смотрела в окно, словно чего-то ожидая. Несколько минут спустя, после того, как медсестра тихо ушла, в палате стало темно и тихо, пока в открытом окне не появились два светящихся глаза. Все произошло быстро. Белл прыгнула на Райана, царапая его на ходу, пытаясь защитить. Каждый раз, когда существо снаружи менялось, Белл тоже менялась, блокируя его. Райан прижался к ней всем телом, она даже случайно поцарапала ему лицо, пытаясь прыгнуть и защитить его. На видео темная фигура стала более четкой. Это была летучая мышь. Летучая мышь, вероятно, не причинила бы Райану вреда, но Белл этого не знала. Она была готова сражаться за него, не задумываясь. Выросшая в основном в помещении, она никогда не видела ничего подобного. Но это не имело значения. Она была готова на все, чтобы защитить своего мальчика. Ким и Майк были ошеломлены и невероятно горды. Белл любила Райана так сильно, как они всегда и думали. Она не представляла опасности. Она была его свирепым маленьким опекуном. Летучая мышь улетела, никому не причинив вреда. И с тех пор они позаботились о том, чтобы на всех окнах были установлены защитные экраны. Белл еще никогда не приходилось так защищать Райана, и она больше никогда случайно его не царапала. Большое вам спасибо за то, что смотрели. Если вам понравилась эта невероятная история, не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться на новые удивительные истории о животных. Увидимся в следующий раз.